Что просят маньяки и убийцы перед смертной казнью? Женщин? Еду? Или, может быть, прощение? Меня зовут Нокс, и сегодня я расскажу про самые безумные последние желания преступников, Которые через пару часов должны были умереть. Вы будете удивлены, особенно в конце. И давайте начну с женщины, очень жестокой женщины. История Энн Вэрос, одной из немногих женщин-серийных убийц в США, закрепила ее имя в аналах криминального мира. Она была арестована в 1991 году и казнена через 11 лет. Что она делала с людьми? Расчленяла и прятала тела. Представляете? Ее путь к исполнительной камере во Флориде сопровождался громкими судебными разбирательствами и пристальным вниманием СМИ. Но именно ее последние слова и желания добавили красок в образ. Полубезумная женщина заявила, что презирает судебную систему США и хочет отправиться в музыкальное плавание под рок-музыку. Это она про смертную казнь, если что. И нам надо ждать ее обратно, ведь она обязательно вернется, словно День независимости, в сопровождении Иисуса. К тому же она до последнего утверждала про свою невиновность по ряду обвинений. Никаких извинений перед жертвами, раскаяния или сочувствия. Как вы понимаете, рок-музыку ей никто не включил, а от последнего ужина она отказалась. И раз начал с женщин, то вот вам еще одна мадам. Тереза Льюис была обвинена и впоследствии осуждена за жестокое убийство своего мужа и его сына, что стало основанием для ее ареста в 2002 году. Почему она решилась на такое? Чарльз Льюис, пасынок, оформил этот страховой полис как подготовку к своему предстоящему отправлению в Ирак. В страховке Чарльз назначил своего отца основным получателем в случае гибели, а Терезу – второстепенным, не подозревая о том, что это ускорит его конец. Такой огромный капитал мог бы кардинально изменить жизнь Терезы, если бы все прошло по ее плану, поэтому она решила действовать с помощью двух товарищей, убив семью. Полицейские застали женщину на месте, когда она обшаривала карманы мужа. После суда Тереза стала единственной женщиной в Вирджинии, ожидавшей исполнения смертного приговора. Ее история вызывала широкий общественный резонанс и споры о справедливости смертной казни, особенно в отношении женщин. Инъекция была назначена на 2010 год. В преддверии этого судьбоносного дня Тереза попросила дать ей последний ужин, который состоял из жареной курицы, маслянистого сладкого горошка, напитка доктор Пеппер и яблочного пирога. Казалось, она пыталась найти утешение в простых земных удовольствиях последний раз перед лицом неизбежного. В последние минуты своей жизни, перед введением смертельной инъекции, Тереза обратилась с извинениями к своей падчерице Кэти. Она выразила глубокое сожаление за причиненную боль и утрату, стараясь в последний момент исправить хоть что-то из содеянного. Хотя как можно исправить убийство своей же семьи? У меня такое в голове не укладывается. Гэри Гилмор стал настоящим символом сложной и противоречивой истории смертной казни в США. Почему? Он сам попросился, чтобы его убили. Как вам такое желание? Его казнь расстрелом в 1977 году в Юте стала возобновлением смертных приговоров в стране после десятилетнего моратория. Стоя уверенно и смиренно перед лицом смерти, Гилмор обратился к стражам с лаконичным призывом: «Давайте делать это». Эту сцену даже экранизировали несколько раз, ведь звучит достаточно сильно. Гэри сам пришелся и сдался в полицию, сам настаивал на смертном приговоре, хотя тот был под запретом в штате, а потом принял наказание, четко понимая свою вину. На мой взгляд, это и есть искреннее раскаяние человека, который совершил что-то ужасное. Но не все последние желания могут осуществить в тюрьме. В случае с Томасом Грассо это превратилось в целый скандал. Грассо – это бывший вор, осужденный за убийство двух пожилых людей во время ограблений. 24 декабря 1990 года Томас задушил 87-летнюю Хильду Джонсон, используя рождественские гирлянды прямо у нее дома в Талсе. А знаете, какой куш он сорвал? Из ее сумочки он забрал $8, немного мелочи и старенький телевизор, который позже продал за $125.
Соседка и близкая подруга Хильды, бабушка Лана, все это переживала по соседству. Смотрела в окно на происходящее у подруги, но испуга лазь вмешиваться или вызывать полицию. Прошло 6 месяцев, и уже в Нью-Йорке, куда Грассо переехал с новой женой Ланой, он совершил еще одно убийство. 4 июля 1991 года он лишил жизни 81-летнего Лесли Хольца из Стейтен-Айленда, украв его чек социального страхования. После чего убийцу и поймали, что он пожелал перед смертью. Во время последнего ужина Грассо заказал огромный ассортимент блюд: тушеные моллюски, мидии, жареные ребра, чизбургер, свежую клубнику, тыквенные пироги, молочные коктейли и даже спагетти от фирмы «Спагеттиос». Ему принципиально было, чтобы принесли эту марку. Но в тюрьме решили не заморачиваться и подали обычные спагетти. Грассо был так взбешен, что перевернул тарелку и начал метать предметы в стены. Его последние слова, в которых он требовал, чтобы пресса рассказала о произошедшем, подчеркнули, насколько важны для него были детали. Убийца негодует, что его накормили не теми макаронами, пусть весь мир узнает. Безумие, но бывают и такие люди. Рикки Рей Ректор, чей случай и сегодня вызывает множество вопросов и споров, попал в центр внимания после того, как расстрелял 3 мужчин, один из которых умер. Спустя несколько дней скитаний и уклонений от ареста, Ректор решил сдаться полицейскому, которого знал с детства. Однако, когда этот полицейский прибыл арестовать его, Ректор неожиданно для всех застрелил и его. Затем во дворе дома своей матери Ректор попытался покончить с собой, выстрелив себе в висок. Выстрел привел к разрушению его лобной доли мозга, после чего его срочно доставили в больницу. На суде адвокаты Ректора настаивали на его невменяемости, аргументируя это тяжелым повреждением мозга, но суд принял решение приговорить его к смертной казни. Справедливо? На мой взгляд, вполне, хотя некоторые общественные организации пытались бороться за права преступника-инвалида. Перед исполнением приговора Ректор выбрал в качестве последнего желания простой ужин. Он заказал стейк, курицу, вишневую газировку и ореховый пирог. Но удивило всех то, что он не стал есть его, заявив, что оставит выпечку на потом. Ректор не понимал, где он находится и что этого потом не будет. Это опять взбудоражило общественность, мол, казнят человека, который не понимает даже за что, и ему надо посочувствовать. Вот только его жертвам и их семьям от этого легче бы точно не стало. А вот еще один похожий случай. Кларенс Рэй Аллен тоже оставил свой след в американской юридической системе. Его казнь в 2006 году на 76-м году жизни в тюрьме Сан-Квентин, Калифорния, сделала его одним из самых старших заключенных, казненных в США с 1976 года. Аллен уже отбывал пожизненное заключение за одно убийство, когда его обвинили в организации еще 3 убийств из-за решетки, включая убийство свидетеля, который свидетельствовал против него. С годами, проведенными в заключении, Аллен потерял зрение и слух, став фактически недееспособным. Защитники Аллена утверждали, что в таком состоянии он уже не представлял угрозы для общества, и настаивали на несправедливости казни, учитывая его физическое состояние. Они считали, что цель наказания утрачена, а исполнение приговора было бы излишне жестоким. Однако их запрос на помилование был отклонен губернатором Арнольдом Шварценеггером, что привело к выполнению приговора. Перед своей смертью Аллен заказал последний обед – жареную курицу, сочный стейк и мороженое с грецким черным орехом. Этот выбор, хотя и кажется аппетитным, в рамках контекста смертной казни приобретает горький оттенок, подчеркивая противоречивость и сложность таких моментов. Этот случай вызывает ряд вопросов о моральных, юридических и человеческих аспектах смертной казни, особенно когда речь идет о лицах с серьезными физическими ограничениями. Это справедливость или просто жестокость системы, которая не может сдать назад? Можете написать в комментариях, а пока идем дальше. Тед Банди – имя, которое вызывает страх и отвращение в сердцах многих людей. Почему? Этот человек стал одним из самых зловещих серийных убийц в истории США, применяя коварные методы для преступлений против молодых женщин. Банди использовал свою привлекательную внешность и обаяние, чтобы заманивать своих жертв в ловушку. В дождливую погоду он подстерегал их у автобусных остановок, предлагая подвезти до дома.
От такого предложения, от вежливого и ухоженного мужчины, немногие могли отказаться. Но как только они оказывались в его автомобиле, путь назад был отрезан. Тед убирал ручку с двери пассажира, чтобы жертва не смогла выйти. Просто и гениально, правда? После похищения Банди совершал с жертвами насилие, убивал их, а затем продолжал издеваться уже просто над телами. У него даже были обнаружены остатки приготовленной пищи из человеческого мяса в его доме, а некоторые тела он просто прятал под полом. В конце концов, после признания в 30 убийствах, Банди был приговорен к смертной казни. В качестве последнего желания ему предложили выбрать ужин, но Тед отказался, предпочтя умереть на голодный желудок. Этот момент показывает, что даже столкновение с неизбежным концом не привело его к раскаянию. Монстр внутри него так и остался несломленным. А вот еще один преступник, который из своей казни устроил комедийное шоу. Патрик Найт, осужденный за жестокое убийство пожилой супружеской пары, стал известен своим необычным подходом к ожиданию приговора. В интервью он объявил о проведении конкурса, призывая людей присылать шутки, чтобы он и другие заключенные, ожидающие исполнения приговора, могли найти в них хоть какое-то облегчение. Найт говорил о том, что в тюрьме есть заключенные, которые, по его словам, могут быть невиновны, хотя сам признал свою вину, отметив, что он не один из них. В кульминационный момент перед казнью Найт решил отойти от своего первоначального плана, рассказать анекдот и попросил дать ему последнее слово: «Смерть освободит меня». Это и есть самая большая шутка. Еще один прикол. На самом деле я не Патрик Брайан Найт, но вы уже не сможете все остановить. Да, вот такой вот странный юмор. Шериф, который когда-то задержал Найта, комментируя его последние слова, заметил, что Найт не очень-то комик. И с ним трудно не согласиться. Адольф Эйхман, одна из ключевых фигур в преступлениях Холокоста, своими действиями ответственен за массовую гибель евреев во время Второй мировой войны. Что он пожелал перед смертной казнью? В 1962 году Эйхман запросил бутылку «Кармел», известного израильского красного вина. Думаю, объяснять не надо, что во многих религиях вино сравнивается с кровью, а происхождение бутылки было выбрано не случайно. Как вы понимаете, это желание никто не стал выполнять. Эйхман ясно дал понять, что никакого раскаяния он не испытывает. Ужасно, правда? Уильям Бонин, известный как «убийца с автострады», был американским серийным убийцей, который терроризировал Южную Калифорнию в конце 1970-х годов. Он был приговорен к смерти за изнасилование и убийство 14 молодых мужчин и мальчиков в период с 1979 по 1980 годы. Бонин был арестован 11 июня 1980 года и впоследствии признан виновным в многочисленных убийствах. Бонин выбирал своих жертв среди подростков и молодых мужчин, которые путешествовали автостопом по автострадам Южной Калифорнии. Он убеждал их сесть в его фургон, после чего связывал, издевался, насиловал и убивал. Бонин обычно убивал своих жертв, душа их или удушая собственными футболками, или задушив монтировкой. Тела он часто выбрасывал вдоль автострады, что и привело к его прозвищу. Бонину активно помогали несколько сообщников, включая Вернона Батса и Грегори Майли. Эти соучастники играли ключевую роль в некоторых из его преступлений, причем Майли даже присутствовал при последнем убийстве Бонина перед его арестом. Бонин был казнен 23 февраля 1996 года смертельной инъекцией в тюрьме Сан-Квентин. Перед исполнением приговора у него спросили о последнем желании, на что Бонин запросил 2 пепперони-пиццы и 3 порции мороженого, что отражает его спокойное отношение к собственной смерти. Его последние слова были: «Я чувствую, что сейчас отправлюсь домой». Преступления Бонина оставили неизгладимый след в истории Калифорнии, вызвав широкий общественный резонанс и подняв вопросы о безопасности на автострадах и необходимости более строгих мер для защиты автостопщиков. Ну и последний казненный преступник с очень странным запросом. Мигель Ричардсон, известный под прозвищем «Силки», был казнен 26 июня 2001 года в тюрьме в Хантсвилле, Техас, за убийство охранника Джона Эберта.
Преступление, за которое Ричардсон был осужден, произошло в марте 1979 года в отеле Holiday Inn в Сан-Антонио. Ричардсон попытался ограбить женщину, проживавшую в отеле, но его планы были нарушены двумя охранниками – Джоном Эббертом и Ховардом Пауэрсом. В процессе конфликта Ричардсон уронил свой пистолет, затем поднял его и застрелил обоих охранников. После убийства Ричардсон скрылся в Денвере, Колорадо, где был арестован спустя несколько дней. В момент ареста с ним находились две несовершеннолетние девушки, задержанные за проституцию. Во время суда они свидетельствовали против Ричардсона, утверждая, что он пытался ограбить женщину, переодевшись в женскую одежду и парик, и что он застрелил охранников после того, как его план был раскрыт. Перед своей казнью Ричардсон выразил мысли о значимости любви и понимания. Он заявил о необходимости прекращения убийств и подчеркнул важность наличия любящих родителей в жизни каждого человека. Его последнее заявление гласило: «Пусть моя смерть изменит общество. Нам не нужны больше убийств, ни минимальная, ни максимальная безопасность, ни смертная казнь. Нам нужно больше любящих отцов и матерей». А в качестве последнего желания перед казнью Ричардсон попросил торт с надписью «22 февраля 1990 года». Дату, которую он считал значимой, поскольку это была дата его свадьбы. Очень мило, правда? А на этом все. Пишите свое мнение в комментариях. И да, если вы любите интересные истории, умеете писать сценарии, монтировать видео или озвучивать ролики, то обязательно пишите в наш телеграм-бот по ссылке в описании, будем рады сотрудничать. Спасибо за просмотр.